Старик всю жизнь знал главный закон леса — никогда не вмешиваться в дела дикой природы. Но в ту ночь он все же спас умирающего волчонка и даже не подозревал, что спустя время к его дому вернется взрослая волчица, которая изменит все. На окраине ветреной равнины в штате Вайоминг жил пожилой фермер по имени Эдвард Лоусон. Его дом стоял у самой границы дикого леса, где редкие деревья постепенно сгущались в плотную чащу, а за ними начинался настоящий мир дикой природы, суровый и живущий по своим законам. Эдвард давно привык к одиночеству. Его дни проходили однообразно: работа на земле, уход за хозяйством, редкие поездки в ближайший город и долгие вечера в тишине. Иногда по ночам он слышал вой, доносящийся из леса, и тогда он замирал, прислушиваясь, словно пытаясь понять, о чем говорит этот дикий голос. Однажды, ранним утром, когда солнце только начинало подниматься над горизонтом, он заметил движение у края своего поля. Там стояла волчица. Она не пряталась и не пыталась убежать. Она просто смотрела. Ее тело было неподвижным, но в этом спокойствии чувствовалась сила и уверенность. Эдвард замер на месте, не решаясь сделать ни шагу. Их взгляды встретились, и в этот короткий момент он почувствовал не страх, а странное, глубокое уважение. Волчица постояла еще немного, затем развернулась и бесшумно исчезла среди деревьев. Через несколько дней она появилась снова, но уже не одна. Рядом с ней шел крупный самец, настороженный и внимательный. Они держались чуть дальше, чем в первый раз, словно проверяя, насколько безопасно это место. Эдвард начал замечать их все чаще. Иногда они проходили вдоль границы поля, иногда останавливались и наблюдали. Он не вмешивался, не пытался их прогнать, лишь издалека следил за ними, постепенно понимая, что его земля стала частью их маршрута. Прошло время, и однажды он увидел их снова, но теперь рядом с волчицей мелькали маленькие тени. Волчата. Маленькие, неуклюжие, они бегали по траве, спотыкались, играли друг с другом и снова вставали. Их движения были смешными и неловкими, но в них уже угадывалась будущая сила. Волчица внимательно следила за ними, иногда мягко подталкивая носом. Эдвард стоял на крыльце и не мог отвести взгляд. В его душе, давно привыкшей к тишине и пустоте, появилось теплое чувство. Он стал чаще выходить на улицу, просто чтобы увидеть их, убедиться, что они снова пришли, что все продолжается. Но однажды вечером все изменилось. Когда солнце уже клонилось к закату, он услышал слабый писк, доносящийся со стороны старого сухого дерева, поваленного бурей много лет назад. Звук был едва различим, но в нем чувствовалась тревога. Эдвард медленно подошел ближе и увидел крошечного волчонка. Он лежал в траве, почти неподвижный. Его дыхание было слабым, а тело — холодным. Эдвард остановился. Он знал, что вмешиваться нельзя. В дикой природе слабые не выживают, и это естественный порядок. Он стоял, глядя на малыша, и пытался убедить себя уйти, но внутри что-то не позволяло ему это сделать. Осторожно, почти не дыша, он наклонился и поднял волчонка. Тот был легким, почти невесомым. Эдвард принес его в дом, разжег огонь и завернул в теплое одеяло. С этого момента его жизнь изменилась. Он кормил волчонка каждые несколько часов, просыпался ночью, проверял, дышит ли тот, согревал его, когда тот начинал дрожать. Дни сливались в одно целое, наполненное заботой и тревогой. Иногда ему казалось, что все напрасно, но с каждым днем волчонок становился чуть сильнее. Сначала он открыл глаза, затем начал двигаться, пытался вставать, падал, снова вставал. Эдвард наблюдал за этим с тихой радостью, которая постепенно заполняла его жизнь.
Со временем волчонок окреп. Он стал уверенно ходить, начал исследовать дом, обнюхивать все вокруг, следовать за Эдвардом, куда бы тот ни пошел. В его взгляде появилось доверие, чистое и безусловное. Эдвард назвал его Ривер. Имя пришло неожиданно, но показалось правильным, словно отражало что-то живое и свободное. Но чем сильнее становилась их связь, тем яснее Эдвард понимал. Ривер не принадлежит ему. Это дикое животное, и его место в лесу. По совету специалиста по дикой природе он начал постепенно готовить его к возвращению. Он уменьшал контакт, давал больше пространства, перестал кормить его с рук, позволяя ему учиться самостоятельности. Это было тяжело. Каждый раз, когда Ривер подходил ближе, Эдвард чувствовал, как внутри все сжимается, но он знал, что делает это ради него. И вот однажды вечером произошло то, чего он ждал и боялся одновременно. У края поля появилась волчица. Та самая. Рядом с ней стояли подросшие волчата, уже сильные, внимательные, готовые к жизни в дикой природе. Ривер замер, затем тихо заскулил. Волчица ответила негромким, протяжным звуком. В этом звуке было что-то родное. Эдвард открыл вольер. Его руки дрожали, но он не остановился. Ривер сделал шаг вперед, затем еще один. Он остановился, обернулся на мгновение, словно прощаясь, и затем медленно направился к волчице. Она подошла ближе, обнюхала его, задержалась на секунду, а затем развернулась к лесу. Ривер пошел за ней. Они уходили медленно, и перед тем, как исчезнуть среди деревьев, Ривер обернулся. Их взгляды встретились, и в этом коротком мгновении было все. Затем он исчез. Прошли годы. Эдвард продолжал жить своей тихой жизнью, но теперь она уже не была пустой. Каждую зиму он замечал следы у края поля, иногда видел силуэты среди деревьев. Волки возвращались. Они держались на расстоянии, но больше не скрывались так осторожно. Их присутствие стало частью его мира. Он знал, что его земля стала для них безопасным местом. И однажды вечером, когда небо было окрашено мягким светом заката, он увидел ее снова. Взрослую волчицу. Рядом с ней шли ее детеныши. Она остановилась у края поля и посмотрела на него. Долго, спокойно, без страха. В ее взгляде было узнавание. И Эдвард понял, а она все помнит. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.